Тишина в квартире Марины имела свой особый, выверенный годами вкус. Это был вкус дорогого бергамотового чая, свежевыстиранного льна и легкой, едва уловимой пыли на переплетах книг, которые никто не открывал годами. В 44 года Марина научилась ценить эту тишину. Она была ее крепостью, ее личным достижением, ее безопасностью. За окном 18-го этажа догорал ноябрьский вечер. Город внизу казался россыпью битого янтаря на черном бархате. Марина стояла у панорамного окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. В отражении она видела женщину, которую принято называть состоявшейся. Безупречное каре, кашемировый кардиган цвета овсяного молока, спокойный взгляд. Никто бы не догадался, что внутри этой женщины прямо сейчас медленно развязывается узел, который она затягивала больше 20 лет. Все началось сегодня утром. Самым обычным, скучным утром. Марина решила разобрать кладовую, ту самую бермудскую зону в глубине коридора, куда переезжали коробки из каждой ее новой квартиры, так и не дождавшись распаковки. Она достала картонный ящик с надписью «Университет». Разное. Пальцы коснулись шероховатого картона, и на мгновение ей показалось, что из коробки пахнуло чем-то чужим: ветром, дешевыми сигаретами и мокрым асфальтом. Среди старых тетрадей по экономике и ксерокопий курсовых она нашла ее. Книга. Тяжелый альбом по истории импрессионизма. Марина замерла. Она помнила эту книгу. Она одолжила ее у него в тот последний сумасшедший май, когда воздух в городе был таким сладким, что его хотелось пить. Она открыла альбом. Страницы чуть слиплись от времени. И вдруг, между голубыми танцовщицами Дега и завтраком на траве Мане, на пол выпал листок. Это была страница, вырванная из обычного блокнота в клетку. Пожелтевшая по краям, с неровным краем отрыва. Марина подняла ее, и ее пальцы начали мелко дрожать. Почерк она узнала мгновенно. Размашистый, летящий, с острыми хвостиками у буквы «Р». Почерк человека, который всегда спешил жить. «Мари, если ты читаешь это, значит, я уже у вокзала». Голос в ее голове зазвучал так ясно, будто он стоял прямо за ее спиной, в этой стерильной, пустой квартире. «Я не умею просить дважды, ты знаешь. Просто приди. Если тебя не будет к 6, я пойму, что город победил. Твой, А». Марина медленно опустилась на пол, прямо на холодный паркет, не замечая, как полы дорогого кардигана подметают пыль. Она смотрела на эти строки, и время вокруг нее начало сворачиваться в тугую спираль. 22 года. 7900 дней она жила с уверенностью, что он просто уехал. Что он испугался их близости, испугался того, как сильно они проросли друг в друга за тот короткий год. Она помнила тот вечер. Шел страшный ливень. Она сидела в своей комнате в общежитии, гипнотизируя телефон. Она ждала звонка. Она ждала, что он скажет: «Собирай вещи, мы уезжаем этим поездом, к черту все». Но телефон молчал. А в дверь так никто и не постучал. Марина тогда решила, что это финал. Она выплакала все слезы за ту ночь, а утром сложила его вещи в коробку и вынесла к мусорным бакам. Кроме этой книги. Книгу она засунула поглубже, чтобы не видеть. Оказывается, он не молчал. Он написал. Он вложил это письмо в альбом, когда заходил к ней в последний раз, пока она была в душе. Он надеялся, что она откроет книгу. Он ждал ее на перроне, под тем самым ливнем, глядя на огромные вокзальные часы. Марина закрыла глаза. Она видела его, молодого, в промокшей куртке, с надеждой в глазах, которая гасла с каждой минутой, приближающей стрелку к 6 часам. Она видела, как он заходит в вагон, как поезд трогается, и как город, этот огромный, равнодушный город, окончательно забирает ее себе. Она провела подушечкой пальца по букве «А». Сколько жизней она прожила с тех пор. Был брак с Игорем, правильный, спокойный, как график доходности. Была карьера. Были путешествия, где она фотографировала красивые виды, но внутри всегда чувствовала себя лишь туристом. Все это время она несла в себе маленькую, острую занозу. Меня бросили. А теперь заноза превратилась в раскаленный нож. Ее не бросили. Ее звали. А она просто не открыла книгу.
Марина поднялась с пола. Ноги были ватными. Она подошла к зеркалу в прихожей. На нее смотрела женщина с идеальной укладкой, но в глазах этой женщины впервые за 20 лет зажегся опасный, лихорадочный огонь. Она знала, что это безумие. Она знала, что за 20 лет люди превращаются в чужих. У него наверняка семья, другая жизнь, другой почерк. Но письмо в ее руке жгло кожу. Оно требовало ответа, даже спустя 2 вечности. Марина схватила телефон. Пальцы не слушались. Она открыла поисковик и ввела имя, которое запрещало себе произносить вслух даже в самые темные ночи. «Посмотрим», — прошептала она в пустоту квартиры, победил ли город на самом деле. В ту ночь Марина так и не уснула. Она сидела в кресле, сжимая в руке пожелтевший листок, а за окном начинался новый день, первый день ее настоящей, невыдуманной жизни. Марина закрыла глаза, и реальность современной квартиры начала растворяться, уступая место запахам пыльного асфальта и дешевого одеколона с нотками цитруса. 22 года назад время текло иначе. Оно не измерялось дедлайнами и уведомлениями в календаре. Оно измерялось стуком сердца в ожидании случайной встречи в университетском коридоре. Артем появился в ее жизни в тот самый момент, когда она меньше всего была к этому готова. Он был человеком-штормом. Неудобным, слишком громким для академических залов, с вечно растрепанными волосами и глазами цвета грозового неба. Он не умел просто ходить, он летел. Он не умел просто говорить, он всегда доказывал, спорил, горел. Их первая встреча произошла в крошечной кофейне за углом филфака. Место, где пахло пережаренными зернами и старой бумагой. Марина сидела в углу, обложившись словарями, пытаясь сосредоточиться на латыни. А за соседним столиком Артем яростно доказывал кому-то, что Рембрандт понимал свет лучше, чем сама природа. «Вы пролили свой кофе», — сказал он вдруг, обернувшись к ней. Марина вздрогнула. На ее белоснежной блузке расплывалось безобразное пятно. Но вместо того, чтобы извиниться за то, что напугал ее, Артем рассмеялся. Это был самый искренний и возмутительный смех, который она слышала в жизни. «Это не пятно», — добавил он, подходя ближе и бесцеремонно заглядывая в ее тетрадь. «Это карта ваших будущих путешествий. Смотрите, этот выступ похож на побережье Португалии. Вы ведь хотите в Португалию?» Марина хотела разозлиться. Она была дочерью военного врача, приученной к дисциплине и идеальному порядку. Но в ту секунду, глядя в его смеющиеся глаза, она впервые почувствовала, что порядок — это всего лишь отсутствие жизни. Потом был год, который превратился в один бесконечный день. Они гуляли по крышам, забираясь туда, где город казался игрушечным. Артем читал ей стихи, которые сочинял на ходу, и они всегда были немного хромыми, но пронзительными до дрожи. Он рисовал ее портреты на полях газет, на салфетках, на оборотах методичек. «Мари», — говорил он, зарываясь лицом в ее волосы, — «мы не останемся здесь. Этот город, как слишком тесное платье. Он душит. Мы уедем туда, где море пахнет солью и свободой, а не бензином. Обещаешь?» И она обещала. Она верила, что ее любовь — это достаточный загранпаспорт в любую точку мира. Разлом случился в июне. Воздух в те дни был густым, как мед, и таким же липким. У Артема начались проблемы. Его свободолюбие не вписалось в систему, его грозились отчислить, а отец Марины, узнав о сомнительном художнике, устроил дома тихую, ледяную войну. «Ты погубишь себя, Марина», — говорил отец, не поднимая глаз от газеты. «Такие люди, как он, не строят дома. Они их сжигают, чтобы посмотреть, как красиво летит пепел». Марина металась между двумя огнями. Она начала сомневаться. Не в нем, в себе. Хватит ли у нее сил жить в этом пепле? В тот роковой вечер они поссорились. Глупо, из-за какой-то мелочи. Он был на взводе. Он звал ее уехать прямо сейчас, без дипломов, без гарантий, просто в никуда. «Я не могу так, Артем!» — крикнула она тогда. «Мне нужно время. Мне нужно подумать». Он посмотрел на нее так, будто она ударила его наотмашь. Грозовые глаза стали почти черными. Он ничего не сказал. Просто кивнул и ушел в ливень, который только что начался. Марина вернулась в реальность 18-го этажа.
В руках у нее все еще была та страница из блокнота. Теперь она знала дату. Это был вечер после их ссоры. Он вернулся. Он зашел, пока она была в душе, оставил письмо в книге и ушел на вокзал. Он дал ей шанс. Один шанс из 1000. А она просто не открыла книгу. Она выбрала порядок. Она выбрала безопасность. Она выбрала жизнь, в которой не было пятен от кофе, но и не было Португалии. Марина подошла к комоду и достала ноутбук. Руки дрожали, но в голове была странная, кристальная ясность. Она больше не была той испуганной девочкой. Она была женщиной, которая 22 года ждала разрешения на этот поиск. Экран осветил ее лицо. Поисковая строка мигала, как пульс. Марина начала вводить фамилию. Каждая буква отдавалась в висках тяжелым молотом. «Артем, Вольф», — прошептала она. В ту секунду она поняла, неважно, что она найдет. Даже если он давно забыл ее имя. Даже если он счастлив с другой. Тишина в ее квартире больше не была крепостью. Она стала тюрьмой. И Марина только что повернула ключ в замке. Поисковик выдал 1000 результатов. Но среди них, на 3-й странице, мелькнуло фото. Черно-белый снимок. Мужчина у мольберта. Те же растрепанные волосы, только теперь с заметной проседью. Те же глаза, смотрящие прямо в душу через объектив. Заголовок статьи гласил «Выставка одного письма». Художник, который рисует ожидания. Сердце Марины пропустило удар. Ожидание. Он тоже ждал. Она посмотрела на часы. Было 3 часа ночи. До ближайшего рейса в город, где проходила выставка, оставалось 4 часа. Марина закрыла ноутбук и направилась к шкафу. Ей не нужно было собирать вещи. Все, что ей было нужно, она уже держала в руке. Старый листок бумаги, который наконец-то дошел до адресата. Аэропорт встретил Марину холодным неоновым светом и бездушным голосом диктора. Здесь, среди сотен спешащих людей, ее решимость начала таять, как первый снег на асфальте. Кто она теперь? Успешный юрист в идеальном пальто или все та же Мари, которая когда-то испугалась шторма? Самолет набирал высоту, и город под крылом превращался в карту из огней. Марина смотрела в иллюминатор, но видела не облака, а свое отражение. Линии у губ, едва заметная сеточка морщинок у глаз. Время не пощадило ее, но оно же и выковало из нее человека, способного выдержать правду. Любую правду. Она вспоминала их последнюю квартиру, крошечную студию на окраине, где из мебели был только матрас на полу и горы его эскизов. Там всегда пахло скипидаром и дешевым вином. В той квартире они были бедны, но у них было то, что Марина потеряла вместе с ним. Чувство, что завтрашний день принадлежит им. С Игорем, ее бывшим мужем, завтрашний день всегда был расписан до копейки. Это было удобно. Но в этом удобстве она медленно задыхалась, как цветок под стеклянным колпаком. «Простите, вам плохо?» Вежливый голос стюардессы вырвал ее из оцепенения. Марина качнула головой и выдавила улыбку. Нет, ей не было плохо. Ей было страшно. Так страшно, что кончики пальцев немели. Что, если этот художник в черно-белом кадре, просто оболочка? Что, если тот Артем умер в тот самый вечер на вокзале, а этот нынешний, лишь его тень, уставшая от жизни и разочарований? Город встретил ее чужим запахом и мелкой изморосью. Марина взяла такси и назвала адрес галереи. Она не заехала в отель. У нее не было времени на формальности. Письмо в кармане ее пальто казалось тяжелым, как слиток свинца. Галерея располагалась в старом промышленном здании. Высокие потолки, голые кирпичные стены и резкий, пронзительный свет софитов. Марина вошла внутрь, и сердце ее забилось где-то в горле. Людей было немного. Тишина здесь была не такой, как у нее дома. Она была живой, наполненной шепотом и шорохом шагов. Она начала обходить зал. На стенах висели огромные полотна. Но это не были пейзажи или портреты. Это были окна. Сотни окон. Окна в сумерках, окна под дождем, окна, за которыми горел один единственный тусклый свет. И на каждом подоконнике крошечная, едва заметная женская фигура. Она стояла спиной. Она смотрела вдаль.
Она ждала. Марина остановилась у центральной картины. Она была самой большой и единственной цветной. На ней была изображена раскрытая книга. На страницах — импрессионисты. А поверх них — застывшая капля кофе, похожая на карту Португалии. Дыхание перехватило. Марина почувствовала, как по спине пробежал холод. Он не просто помнил. Он сделал это своей религией. Он превратил их несостоявшуюся жизнь в искусство. Он выставил их общую боль на всеобщее обозрение, и эта боль была прекрасна. «Эта работа не продается», — раздался за спиной голос. Низкий, с легкой хрипотцой. Голос, который она слышала в своих снах тысячи раз. Марина замерла. Она боялась обернуться. Ей казалось, что если она посмотрит на него сейчас, мир окончательно рассыплется на куски. «Я знаю», — прошептала она, и ее собственный голос показался ей чужим. Она никогда не принадлежала никому, кроме нее. Она медленно повернулась. Артем стоял в нескольких шагах. Он был в помятом пиджаке, с руками, испачканными краской. В его взгляде не было удивления. Там была тихая, изматывающая усталость человека, который наконец-то дождался конца долгого пути. «Ты опоздала на поезд, Мари», — сказал он, и уголок его губ дрогнул в горькой усмешке. Поезд ушел, Артем. Марина сделала шаг навстречу, доставая из кармана сложенный листок. Но я наконец-то открыла книгу. Между ними было всего 2 метра и 22 года тишины. Софиты в галерее внезапно показались Марине слишком яркими. Она смотрела на него и видела не художника, а того мальчика у вокзала. И в этот момент она поняла, шторм не закончился. Он все это время ждал их здесь. Артем протянул руку и взял письмо. Его пальцы коснулись ее кожи, и этот короткий контакт обжег ее сильнее, чем любое признание. Он не стал читать. Он просто закрыл глаза и прижал бумагу к лицу, вдыхая запах времени. «Город победил?» — спросил он, открыв глаза. Марина посмотрела на него, на картины вокруг, на свои руки. И впервые за 2 десятилетия она почувствовала, что ее правильная жизнь была всего лишь затянувшейся паузой. «Нет», — твердо ответила она. «Он просто заставил нас идти пешком». Они вышли из галереи, когда сумерки окончательно поглотили город. Воздух был колючим и влажным, пахло прелой листвой и металлом. Шли молча, сохраняя между собой ту самую дистанцию в 2 метра, которая казалась сейчас не просто расстоянием, а невидимой стеной, выстроенной из тысяч прожитых порознь дней. «Здесь есть одно место», — нарушил тишину Артем. «Там все еще варят кофе, который на вкус, как подгоревшие надежды. Но там можно курить и молчать». Они зашли в подвальное кафе. Низкие своды, тусклые лампы и тяжелые деревянные столы, покрытые сетью старых царапин. Марина села напротив него, и свет лампы выхватил его руки, узловатые, с въевшейся в поры краской. Эти руки теперь создавали миры, но Марина помнила, как они умели согревать ее озябшие ладони под одной курткой на двоих. «Рассказывай», — просто сказал он. «Рассказывай все. О муже, о карьере, о том, почему твои глаза стали похожи на застывшее стекло». Марина горько усмехнулась. «А мужа?» Его звали Игорь. Он был как идеально выглаженная рубашка. Ни одной лишней складки, ни одного непредсказуемого движения. Он подарил мне стабильность, Артем. Ту самую, о которой мечтал мой отец. Мы жили в тишине, мы ели по расписанию, мы обсуждали инвестиции и новые модели машин. А потом я поняла, что в этом доме нет окон. Только зеркала, в которых я видела женщину, постепенно превращающуюся в манекен. «А ты?» — спросила она, и ее голос дрогнул. «Ты нашел свою Португалию?» Артем долго смотрел в свою чашку. «Я был там, Мари. Через 3 года после того вокзала. Я стоял на берегу океана, ветер сбивал меня с ног, а я чувствовал себя пустым. Я рисовал этот берег, я рисовал соль и скалы, но на каждом эскизе, в каждом гребне волны я искал твой профиль. Знаешь, в чем проклятие первой любви? Она становится эталоном, по которому ты измеряешь весь остальной мир. И этот мир всегда проигрывает». Он достал из кармана письмо, то самое, пожелтевшее. «Я ведь ждал тебя до последней секунды. Поезд уже тронулся,
Я стоял в тамбуре и смотрел на пустой перрон. Ливень был такой, что казалось, небо рушится. Я до последнего верил, что ты выбежишь из пелены дождя. Что ты просто проспала или такси задержалось, а потом перрон закончился. И я понял, что город тебя съел. Марина слушала, и внутри нее что-то с треском ломалось. Каждое его слово было как удар колокола. Оказывается, все эти годы они оба несли в себе одну и ту же рану, только лечили ее по-разному. Она — равнодушием, он — творчеством. «Почему ты не пришел на следующий день?» — прошептала она. «Или через неделю?» Артем поднял на нее глаза, те самые грозовые глаза, в которых сейчас плескалась старая, невыплаканная боль. «Потому что в 20 лет ты веришь, что любовь — это ультиматум. Либо все, либо ничего. Я думал, если она не пришла к поезду, значит, она сделала выбор. Я был слишком горд, чтобы вернуться и увидеть твой жалостливый взгляд. Я ненавидел твою осторожность, Мари. Я ненавидел твой страх перед жизнью. Я тоже его ненавидела, тихо ответила она. Все 22 года. В кафе стало совсем тихо. Слышно было только, как за окном редкие машины режут шинами мокрый асфальт. Артем протянул руку через стол и накрыл ее ладонь своей. Его кожа была горячей и шершавой. Марина не отстранилась. Впервые за вечность она почувствовала, что она не в безопасности. И это было прекрасно. «У нас есть правила», — вдруг сказал он с тенью прежней озорной улыбки. «Мы не можем вернуть время. Мы не можем стереть твои годы с Игорем и мои годы с Китани. Мы — два полотна, на которых уже нет свободного места. И что же делать?» Марина смотрела на него, боясь моргнуть. «Написать поверх», — ответил Артем. «Как делают художники, когда старая картина больше не имеет смысла. Наложить новый слой. Яркий. Живой. Такой, который закрасит всю эту серую тишину». Марина смотрела на их переплетенные пальцы. В этой грязной кофейне, под аккомпанемент дождя, она поняла, правила случайных встреч не существуют. Существует только воля двоих людей перестать быть случайными. «Пойдем», — сказал Артем, вставая. «Нам еще нужно решить, куда мы отправимся завтра. И на этот раз, Мари, на этот раз книгу выкину я. Чтобы нам больше негде было прятать письма». Утро ворвалось в окно мастерской Артема резким, холодным светом, который не щадил ничего. Марина проснулась на узком диване, укрытая его старой курткой. В воздухе пахло краской, крепким табаком и вчерашним разговором, который все еще эхом отдавался в висках. Ночной морок рассеялся. Теперь, при свете дня, все казалось безумием. Она смотрела, как Артем стоит у окна спиной к ней. Его плечи казались тяжелыми, как у человека, несущего непосильную ношу. На столе рядом с ней лежал ее смартфон, современный, блестящий, совершенно неуместный в этом хаосе творчества. Экран вспыхнул. 10 пропущенных от секретаря. 5 писем по новому контракту. Одно сообщение от бывшего мужа. «Марина, ты забыла оплатить страховку на дом. Я сделал это за тебя». Этот короткий текст был как пощечина. Он напомнил ей, что у нее есть другая жизнь. Жизнь, где ее ждут обязательства, счета, репутация и годами выстроенный график. Там она, Марина Викторовна, опора фирмы. Здесь она, Мари, женщина в помятом пальто, которая сошла с ума. «О чем ты думаешь?» Артем не оборачивался, но он чувствовал ее взгляд. «О том», Марина присела на край дивана, «что мы не можем просто выйти из комнаты и оказаться в прошлом. У меня там остались люди. Дела. У меня там осталась женщина, которую я строила по кирпичику 20 лет. Если я сейчас не вернусь, все это рухнет». Артем медленно повернулся. В утреннем свете его лицо выглядело старше. Глубокие складки у рта, усталость в глазах. Он подошел к одному из подрамников, повернутых к стене, и резким движением развернул его. На холсте была она. Но не та, нынешняя. И не та, из юности. Это была Марина, какой бы она стала, если бы не побоялась. Свободная, с растрепанными ветром волосами, на фоне того самого океана в Португалии. Портрет был написан смелыми, почти грубыми мазками. Это была правда, завернутая в вымысел. «Ты боишься, что рухнет твой карточный домик, Мари?»
Его голос был тихим, но в нем слышался металл. Но посмотри на себя. Ты ведь уже мертва внутри. Твой домик стоит в пустыне, где нет ни капли живой воды. Ты хочешь вернуться назад, чтобы снова платить страховки и обсуждать инвестиции? Чтобы каждый вечер смотреть в зеркало и видеть там пустоту? Марина встала. Гнев, чистый и обжигающий, вспыхнул в ней. Тебе легко говорить. Ты жил так, как хотел. Ты не нес ответственности ни за кого, кроме своих холстов. А я тянула на себе мир. Я училась быть сильной, потому что ты уехал и оставил меня одну в этом чертовом ливне. Ты обвиняешь меня в осторожности, но именно эта осторожность спасла меня, когда сердце разлетелось вдребезги. Она подошла к нему вплотную. Они стояли среди банок с краской и старых кистей, как два бойца на ринге. Ты хочешь, чтобы я все бросила? Чтобы я прыгнула в бездну только потому, что ты спустя 20 лет решил открыть дверь? Это не любовь, Артем. Это эгоизм. Артем молчал. Он смотрел на нее долго, пронзительно, будто пытался запомнить каждую черточку ее гневного лица. А потом он сделал то, чего она не ожидала. Он взял ее за руки и приложил ее ладони к своим щекам. «Да», — прошептал он, — «это эгоизм. Я хочу тебя спасти. И я хочу спастись сам. Мы оба танцуем на битом стекле своего прошлого. И чем дольше мы стоим на месте, тем глубже оно впивается в кожу. Я не прошу тебя бросать все. Я прошу тебя наконец-то выбрать себя. Не ту, которую хочет видеть твой отец или твой бывший муж, а ту, которая когда-то любила лимонные вафли и не боялась испачкать блузку кофе. Марина почувствовала, как ее гнев сменяется рыданиями. Они подступили к горлу, горькие и неминуемые. Она уткнулась лбом в его плечо, и весь ее безупречный фасад, все ее кашемировое спокойствие окончательно рухнуло. Она плакала о потерянных годах, о детях, которых не родила, о песнях, которые не спела, о том, как страшно быть взрослой и как невыносимо быть одинокой в толпе. Артем просто держал ее, не пытаясь утешить словами. Он знал, это не просто слезы. Это выходит яд, который копился в ней 2 десятилетия. Когда она наконец затихла, в мастерской стало удивительно ясно. Марина подняла голову. «У меня есть билет на вечерний рейс», — сказала она, вытирая глаза. «Мне нужно вернуться, чтобы закрыть все двери, чтобы раздать долги и отдать ключи. Мне нужно сделать это самой. Чисто и честно». Артем кивнул. «Я буду ждать». «Где?» — спросила она. Он улыбнулся, той самой улыбкой, от которой когда-то рушились ее миры. «На вокзале. Через неделю. У тех самых часов. Я не умею просить трижды, Мари. Ты это знаешь». «Я приду», — ответила она, и на этот раз ее голос не дрогнул. Даже если небо снова решит упасть на этот город. Город встретил Марину привычным гулом и серым небом. Все здесь было прежним, те же пробки, те же кофейни с предсказуемым вкусом, та же стерильная тишина в ее квартире на 18 этаже. Но теперь эта тишина казалась ей не миром, а вакуумом, в котором невозможно дышать. Всю неделю она действовала с хирургической точностью. Коллеги смотрели на нее с недоумением, когда она писала заявление об уходе. Подруги в трубку кричали о кризисе среднего возраста и безумном художнике, который ее разорит. Марина слушала их голоса, как шум помех на старом радио. Они говорили о безопасности. Она же думала о жизни. Последний вечер она провела, собирая чемодан. Один чемодан. Оказывается, все, что действительно имело значение в ее 44 года, помещалось в небольшую сумку и старый альбом по истории искусств. Она прошлась по комнатам, касаясь кончиками пальцев дорогой мебели. Раньше эти вещи давали ей чувство веса в этом мире. Теперь они казались просто декорациями к спектаклю, который она больше не хотела играть. День X выдался на удивление солнечным. Марина стояла перед зеркалом в прихожей. На ней были джинсы и старый свитер, те самые вещи, которые она годами прятала вглубь шкафа, как несолидные. Она выглядела моложе. Не потому, что исчезли морщинки, а потому, что в глазах больше не было этой вечной, выматывающей настороженности. Она вышла из квартиры, закрыла дверь на ключ и,
оставила его прямо в замочной скважине. Пусть риэлторы или бывший муж заходят и делают с этим пространством, что хотят. Ее здесь больше не было. Вокзал гудел, как встревоженный улей. Марина шла сквозь толпу, сжимая ручку чемодана. Сердце билось где-то под самым горлом, отсчитывая секунды до 6 вечера. Она боялась только одного, что это все ее воображение. Что не было никакого письма, не было выставки, не было Артема. Что она просто сошла с ума от одиночества. Она подошла к большим вокзальным часам. 5 минут шестого. Вокруг текли реки людей, проносились чемоданы на колесиках, слышались объявления о поездах в города, чьи названия ей ничего не говорили. Марина замерла, вглядываясь в лица. Прошло 10 минут. 20. Небо за огромными окнами вокзала начало наливаться густой синевой. Марина чувствовала, как холод подбирается к ногам. «Он не придет», — шепнул ей голос отца из глубин памяти. «Такие люди не строят дома. Они их сжигают». Без 5-6. Марина стояла под часами, маленькая и потерянная в этом огромном пространстве из бетона и стали. Она уже готова была открыть телефон и вызвать такси обратно в свою пустую тишину. Она уже чувствовала, как наваливается привычная тяжесть правильного решения. «Ты опять смотришь на часы, Мари», — раздался голос совсем рядом. Она обернулась так резко, что едва не потеряла равновесие. Артем стоял за ее спиной. На нем была та же промокшая куртка, что и в ее воспоминаниях, хотя на улице было сухо. В руках он держал не холст и не чемодан. Он держал 2 бумажных стаканчика с кофе и небольшой сверток в пергаменте. «Это лимонные вафли», — сказал он, протягивая ей сверток. «Я объездил полгорода, чтобы найти те самые. С кислинкой». Марина смотрела на вафли, потом на него, и вдруг начала смеяться. Это был тот самый смех, который она потеряла 22 года назад. Громкий, искренний и совершенно неподобающий для успешного юриста. Артем подхватил этот смех, и на мгновение весь вокзал с его суетой и грязью перестал существовать. «Мы едем?» — спросил он, когда они немного успокоились. «Куда?» Марина взяла его под руку, чувствуя тепло его плеча. «Туда, где море пахнет солью, а не бензином», — ответил он, увлекая ее за собой к платформе. «И на этот раз у нас нет обратного билета». Поезд медленно тронулся с места. Марина смотрела в окно, как город, который победил, медленно отступает, превращаясь в россыпь огней, а затем в темноту. Она достала из сумки пожелтевшее письмо в клетку. Посмотрела на него в последний раз и, открыв окно, выпустила листок в ночной воздух. Письмо закружилось в потоке ветра и исчезло в темноте, став частью истории, которая наконец-то была прожита до конца. Марина прислонилась головой к плечу Артема и закрыла глаза. Она больше не боялась шторма. Потому что теперь она знала, у судьбы действительно нет срока годности. Есть только право на второй вдох. В вагоне пахло лимоном и кофе. Впереди была Португалия. А за спиной навсегда закрытая книга.